привет! Меня зовут Лена, и это канал магазина kugasamokat.ru, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. И сегодня у нас на обзоре очередная новинка этого сезона – бюджетный электроскутер типа Ситикока Kuga Kirin C2. Мотор у C2 имеет мощность 1000 Вт и располагается в заднем колесе. Максимальная скорость заявлена 50 км в час. И мы обязательно проверим, а так ли это на самом деле. Аккумулятор довольно небольшой, всего 15 ампер-часов, с напряжением 48 вольт. Максимальный пробег на одном заряде не больше 40 километров. Хотя, если честно, то думаю, и 30 уже будет неплохо. Аккумулятор располагается в металлическом коробе под декой, но довольно высоко над землей. Дорожный просвет 17 сантиметров. Подножка не торчит и имеет очень удобный хвостик для раскладывания. Гораздо важнее то, что батарея тут несъемная. Заряжать скутер можно только через разъем для зарядки в крышке деки. То есть, если вы живете в многоэтажке, вам все время придется таскать скутер в квартиру, и вам очень сильно повезло, если у вас в доме есть грузовой лифт, потому что все остальное – большая проблема. Длина скутера около 140 сантиметров, и в обычный пассажирский лифт он не помещается. Придется его ставить вертикально, а весит он 33 килограмма, что вообще-то для такого скутера кажется немного. Не то чтобы слишком тяжелый для взрослого мужчины, но каким-то удобством явно не пахнет. Особенно, когда скутер уже не новый и не самый чистый. Поэтому гораздо лучше покупать его, если у вас есть возможность заряжать его на улице или где-то в гараже. Колеса тут просто огромные, диаметром 15 дюймов, с высоким профилем. Такая резина должна хорошо амортизировать сама по себе. Но вдобавок к этому, тут еще и амортизаторы установлены. Передняя пружинная вилка закрытого типа, достаточно мягкая даже для моего веса. А вот задние амортизаторы гораздо мощнее и, кажется, слишком жесткие. Хотя точный вердикт я скажу после тест-драйва. Тормоза стандартные, дисковые и механические, на переднем и заднем колесе. На C2, как и на других похожих скутерах, можно ездить вдвоем, поэтому сидушка тут очень длинная. Хотя все же лучше ездить двум некрупным людям. И если водитель будет высокого роста, то места для его ног останется не так много. А вот для ног пассажира есть отдельные подножки. Правда, они тоже оказались не совсем удобными. Зато при поездке в гордом одиночестве можно будет отодвинуться подальше и развалиться как удобно. Само сиденье, на первый взгляд, в отсутствии кочек, показалось комфортным. Руль довольно низкий, что после электросамокатов несколько непривычно в плане управления. А с учетом таких широких колес в повороты будет входить тяжело. Включается скутер с помощью ключа. Акселератор в виде поворотной рукоятки руля, как на мотоциклах. Переключение скоростей сделано в виде кнопочки под правым большим пальцем. Это очень даже удобно во время движения. На левой стороне кнопка включения основного света, то есть передние фары белого цвета. Ниже переключатель поворотников и звуковой сигнал. Еще один момент против того, чтобы кататься на нем по большому городу. Поворотники есть только сзади под сиденьем, спереди они никак не дублируются. И в комплекте отсутствуют зеркала заднего вида. А вот это уже совсем неудобно. Поэтому на автомобильной дороге я бы на нем в мегаполисе не совалась. Да и на тротуарах на такой большой штуке вам будут не особо рады. Поэтому мы будем тестировать его в лесопарке. А вы можете протестировать его, и не только его, но и все остальные модели электросамокатов Kuga у нас в магазине в центре Москвы. Контакты в описании под этим видео. А мы погнали! Признаться честно, то с самого начала C2 произвел впечатление гораздо более приятное, чем я ожидала. Он действительно мощный. Трогается и разгоняется он очень плавно. Зато едет все обещанные 50 км в час. Вернее, даже 51, с моим весом. С весом нашего оператора получилось разогнаться до 48 километров. С тягой в горку тоже проблем не было. Нашего оператора он закатил в длинный уклон и с небольшим разгоном, и даже трогаясь с места перед самой горкой.
А со мной спокойно въехал и на второй скорости. Но гораздо большая проблема со всеми сидячими электросамокатами и электроскутерами – это удобство посадки и комфорт езды. И вот тут он, в принципе, приятно удивил. Ногам комфортно, об руль коленками не бьешься. Для крупных и высоких людей я бы точно посоветовала именно его, а не Kuga C1 Pro. Амортизация тут, я считаю, очень даже хорошая. И опять-таки, чем больше нагрузка, тем мягче он едет. Вдвоем с нашим оператором небольшие бордюры вообще почти не чувствуются. Но когда я еду одна, то на кочках и лежачих полицейских, бывает, аж подлетаю от того, насколько колеса пружинят. Так что хорошо, что сидушка оказалась действительно мягкая и удобная. Но даже несмотря на то, что колеса такие большие и амортизаторы работают неплохо, совсем справиться они все же не способны. При езде по дырявому асфальту и лесным дорожкам с корнями деревьев передняя подвеска не всегда справляется, и C2 начинает издавать множество гремящих и скрипящих звуков из-за обилия пластика. Хотя, возможно, мы слишком многого требуем от электроскутера за такие деньги. Другие модели тоже едва ли позволят прокатиться на большой скорости по такой дороге. И по сравнению с электросамокатом он все же кажется гораздо удобнее. Тут не сидишь как птенчик на жердочке и не переживаешь за состояние пятой точки на следующий день. Конечно, он неповоротливый, но в целом управляется неплохо и низкий руль особых неудобств не доставляет. Широкие колеса сохраняют устойчивость и не позволяют рулю вилять из стороны в сторону, как это часто бывает на самокатах. А к наклонам корпуса во время поворотов постепенно привыкаешь. Но если он уж совсем не вписывается, то можно просто поднять его и переставить. Вес-то не такой уж и большой. Тормозит самокат тоже хорошо, плавно и мягко. Еще бы, ведь с таким пятном контакта сцепление должно быть отличным. И через руль улететь проблематично. Единственное, что ручки тормоза стоит опустить пониже, потому что, перехватываясь, я пару раз невольно поддавала газу, вместо того, чтобы затормозить. Рукоятка-то крутится. И на кочках бывает газ удерживать тяжеловато. Грустненько стало только от того, что проехать мы на нем смогли всего 29 километров. И если первые два деления на дисплее исчезали медленно и постепенно, то вот вторые два пропали очень быстро друг за другом. Так что стоит очень аккуратно рассчитывать свою поездку. Катить его потом домой гораздо сложнее, чем обычный самокат. В общем, за свои небольшие деньги это реально достойный аппарат. Да, он без особых наворотов и вау-эффекта у прожженных электросамокатчиков, конечно, не вызовет. Но в загородном хозяйстве будет вам надежным и верным помощником. Он в меру быстрый и достаточно мощный, и гораздо более мягкий и комфортный, чем обычные электросамокаты с сиденьем. На этом у меня все. С вами была Лена и магазин Kuga Самокат. Берегите себя на дорогах. И до скорых встреч!